Все, что я знал про этот фильм перед просмотром, это то, что лента из стримингового сервиса HBO Max вроде как триллер, тут Зоя Кравец в главных ролях, и еще один положительный момент в том, что он всего на 1,5 часа, и мне лично было этого достаточно. А сейчас, как всегда, быстро и без спойлеров, ну и что это за фильм? Давайте по порядку. Кими, я здесь. Это история одной девушки, которая, как и многие из нас, работает на удаленке, так как сейчас этот бесконечный период локдаунов и вот это вот все. Она следит за собой, ведет более-менее здоровый образ жизни, и у нее даже есть отношения с соседом, но она боится выходить на улицу. Работает инженером в компании, которая продает комнатные голосовые ассистенты, ну по типу как Алиса. Суть ее работы — расшифровать аудиозапросы людей для настройки более корректной работы ассистента. Но в один обычный день к ней попадает запись, на которой, как ей показалось, происходит домашнее насилие. В данной ленте один главный герой, и вся история — это просто случай из ее жизни. На протяжении всей ленты мы следим только за ней, за ее бытом и работой. Такой себе фильм с одним актером, если можно так назвать, по типу Луна-2112 или Лок. Даже для тех, кто не знает, что это триллер, вся атмосфера с самого начала кажется какой-то загадочной и непонятной. Ты как бы чувствуешь, что здесь что-то происходит, но пока не понимаешь что. Со временем все становится ясно, вся история по факту занимает несколько дней из жизни главной героини, поэтому это больше напоминает несколько серийный сериал со своей завязкой и концом. Поскольку весь фильм про одного человека, который постоянно находится в своей квартире, то тут мало каких-то красивых видов или локаций, но все сцены сняты из разных ракурсов и несколькими камерами одновременно. Показаны современные гаджеты, маски и санитайзеры, да и в целом современную жизнь в нынешних реалиях со всякими моментами, свойственными этому жанру. Композитором ленты выступил Клифф Мартине, известный по таким фильмам, как «Отель Артемида» и «Парни со стволами». Ничего необычного, но в целом все получилось атмосферно. Поначалу может показаться, что это очень скучный фильм, особенно учитывая, что один персонаж и одна локация. Но это полноценная история, которая по максимуму раскрыта за эти 1,5 часа с интересной концовкой. Ну, как-то так. Ну а шо?